Т-54 первый образец – добротный, простой и понятный средний танк. Это как хороший, но невезучий приятель. На него можно было бы положиться, не притягивая он столько проблем. Минимально зависеть от обстоятельств. Вот что значит научиться ездить на новой 54-ке. В реальности первый образец – это промежуточная модель между Т-44 и Т-54. В игре классический советский СТ высоких уровней. Среднебронированный, среднеподвижный, со средней пушкой. Нужен, чтобы ворваться с фланга, накидать урона, немного танкануть и скрыться. Если где-то пару раз ошибся, ничего страшного. Он тебя простит. Это и привлекает наверху советской ветки – универсальность. Теперь там есть свой премиум-танк, на котором можно подготовить экипаж для культовых советских десяток, либо и еще лучше его прокачать. Конечно, у образца есть свои уникальные особенности, но они точно кроются не в орудии. Пушка не хуже аналогов и не лучше. Проверим на деле. Вот легендарный Type 59, хороший соперник. Все честно, мишень 200 метров. И чтобы им не было скучно вдвоем, за компанию рядом постреляет Super Pershing и AMX CDC по грозным Е-100. Пушки соперников почти одинаково бьют броню и наносят урон. Их пробитие 175 мм и 181. Как раз борт Е-100 с экраном и гусеницами. А вот со средним уроном в 250 очков разбирать надо долго. Но это вам и не воробьев рогаткой гонять. Это тяж 10 уровня. Спустя минуту первый образец сделал 7 выстрелов. Больше пока только у CDC. 59-й стрельнул 6 раз. Есть! Первый Е-100 готов на второй минуте. Конечно, каждый может обидеть немецкого беднягу в борт. А что если в лоб? Вот и не хватило пробития бронебойным, даже для НЛД. Кажется, новенький Е-100 уже не такой грустный. Как раз хорошее время пугнуть его под калибром. 235 мм втыкаются в нижнюю деталь, как дротики в бревно. После двух разобранных Е-100 можно посмотреть и на точность. Кажется, кучность попаданий у образца плотнее, чем у Type 59. И это так даже по паспорту. Теперь третий Е-100. Этот выглядит уже не так уверенно, как предыдущие. Стоп! Почему все стреляют, а первый образец перестал? Осталось же еще немного. А уже нечем. Идет 5-я минута, а он расстрелял все 34 снаряда. Неужели 54-ка так нелепо уступит преимущество Тайпу? Но китаец тоже замолкает. Те же 34 снаряда в боезапасе. Как же все-таки они похожи. Немцы могут вздохнуть с облегчением. Что ж, свои 2 полных Е-100 образец настрелял, как и все остальные. Конечно, орудие не идеал, но это визитная карточка советской стрельбы. Довольно криво, мало урона за выстрел, зато с хорошим ДПМ. Есть еще миф, что советы бьют с вертухи. Если серьезно, такой характер требует агрессивного применения. Для этого и нужен весь остальной танк. И вот здесь уже начинаются особенности. Маятник СТ-шности первого образца больше склоняется в сторону тяжей. Он чуть бронированнее и чуть медленнее. Движок слабоват. 520 лошадей развивает 44 км в час по паспорту и 35-40 на деле. Скорость не очень, зато хорош в поворотах. Пара кругов на 42 градусах в секунду может и укачать. Очень хорош лоб корпуса – 120 мм. Под наклоном получается 240, под углом еще больше. 180 мм маски орудия и по щекам. Форма башни работает плюсом. Рикошетные скосы по 150 мм и незаметные люки. Среди восьмерок с такой броней можно неплохо повеселиться. Например, подойти, виляя корпусом как акула, помахивать броней как джедай световым мечом, а в конце устроить для противника праздничный салют.
Первый образец действительно чувствует себя вальяжно в топе и делает, что хочет. В компании парней с мощными пушками можно смело драться с СТ и даже ТТ. Например, в городских картах это будет настоящая шайка бандитов из подворотни. Образец высовывает нос из-за угла, и ничего ты ему не сделаешь. Главное не идти туда, где обычно устраивают засады ПТ. Во-первых, они будут пробивать, во-вторых, образец их даже не заметит. Обзор в 360 метров, скорее всего, не даст. На открытых картах можно играть башни из-за холмов, но осторожно. Выцеливать люки из косы никто не станет, слишком сложно. А вот маска могла бы быть и прочнее. Через нее урон проходит чаще. Среди девяток, конечно, надо быть чуть скромнее. А вот с десятками беспредел и безобразие заканчиваются совсем. Броня здесь нужна только на всякий случай, если некуда бежать. Чтобы выжить в городе, надо ставить корпус углом еще острее. Более-менее надежно броня сработает против СТ, а вот тяжи с ПТ пробьют и в лоб, и в башню. Поэтому здесь защитой образца должны стать скрытность и хитрость. Роль лидера надо менять на амплуа ниндзя-охотника. Не спешить с атакой, разобраться, как выследить и подловить цели с самой тонкой броней. Главное – подождать, пока они на кого-нибудь отвлекутся. Подойдут машины, которые, как и вы, оказались внизу списка из-за уровня. А еще французы и прочие картонные шустрики. Конечно, летать за ними между флангами, как CDC, не получится. Но это и не лев, где направление выбираешь раз в бою. Получается так, что характеристики первого образца и его балансный вес дают два абсолютно разных танка, каждый со своим геймплеем. Это крепкая штурмовая СТ-шка среди восьмерок, дикая, скорострельная и веселая. И это неторопливый охотник среди десяток, санитар леса, скрытно уничтожающий самых слабых, да еще и за хорошие кредиты с опытом. И все это в старом добром советском стиле. Если понравился танк, то вы можете приобрести его в нашем премиум-магазине. Удачи на полях сражений!